Добрый день, мои дорогие зрители и, возможно, мои будущие подписчики. Сегодня я хотел бы показать и рассказать о программировании блока автоматической трансмиссии 01J. Электронный блок выглядит вот так и бывает двух разновидностей. С прямоугольным 25-контактным разъемом устанавливался на автомобиле до 2004 года выпуска и не имел привязку к мобилайзера автомобиля. И с круглым 20-контактным разъемом ставился на автомобиле после 2004 года. В начале выпуска не имел привязку к мобилайзера автомобиля, но с 2006 года имеет привязку к автомобилю. Блоки имели прошивки версии как K-Line, так и CAN и совместные. Схема контактов разъемов вы видите на экране. Для программирования я купил на AliExpress. Вот здесь это не реклама. KTM Flash, который является клоном программатора отечественного разработчика. Сразу уточню, что я не испытываю угрызений совести по поводу покупки клона, так как отечественный разработчик взломал методику программирования у другой фирмы-производителя, известного на весь мир программатора автомобильных блоков управления. Для подключения к блоку управления я заодно прикупил вот такой набор для подключения напрямую к разъему OBD различных блоков управления автоматических трансмиссий и DSG. Набор неплохой, сделан на твердую четверку, с хорошим подпружиненным щупом. Но как все китайское требует доработки, в моем экземпляре на разъеме 01J не было пина с сопротивлением 10 ком на массу так называемого boot-пина, позволяющего при подаче питания на блок уводить процессор C167 в режим программирования. Небольшой косяк был выявлен мною при установке программного обеспечения. Решение косяков при установке китайской версии KTM Flash я покажу в следующем видео, где будет обзор покупки KTM Flash. Программа KTM Flash позволяет считывать коды ошибок, идентификацию блока и считывать полное содержимое флешки и ее промо. При отключении питания ошибки в блоке управления АКПП не сохраняются. Для каждого считывания имеется своя вкладка в программаторе, то есть для чтения записи области Flash используем вкладку 58 VL300 V30 BSL Flash. А для области EEPROM, соответственно, вкладку 58 VL300 V300 EEPROM. Для программирования надо подать питание на переходник K-Line, который в автоматическом режиме подает питание на блок управления АКПП. Для программирования я использовал адаптер OpenPort, который шел в комплекте с KTM Flash и ScanMatic 2 для проверки. Прошу подписаться на канал, чтобы простимулировать меня на дальнейшие видео. Спасибо за просмотр, всего хорошего.